Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас прямой эфир с художником Андрианом Бабюком. Сейчас 2 секунды идут настройки, и мы через буквально минутку выходим в прямой эфир для общения. Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня встречаемся, в прямом эфире с вами, с легендарной личностью Андрианом Павловичем Бабюком. Это украинский художник, график, живописец. Андриан Павлович имеет большой опыт преподавания. Он преподаватель. Помимо того, что он художник, он еще и делится своим опытом со своими студентами. Сегодня у нас будет возможность, чтобы вы задали вопросы. Возможно, у вас будут в процессе нашего разговора появятся вопросы к Андриану, вы можете их писать, и Андриан Павлович с удовольствием, я думаю, на них ответит. Вот. Сегодня мы планировали сделать, на самом деле, встречу сегодня в мастерской Андриана Павловича, но, к сожалению, там, проверив интернет, поняли, что могут быть сбои, и вы не всегда сможете нас хорошо слышать. Поэтому мы сегодня находимся в студии, где у нас за спиной работы художника. Представлены здесь 3 работы из пленерные, Андриан Павлович? После пленерной. Я на пленерах только этюды пишу. Ага. А потом по этюдам уже я создаю картины. Уже после в студии. Замечательно. Вот здесь вот у нас 2 натюрморта. Один с гранатами и гладиолусами. Один с подсолнухами и прекрасный пейзаж с лошадьми. Это Иски, Карпаты наши украинские. Я бы хотела сначала представить, вам еще раз представить Андриана Павловича. Андриан Павлович украинский художник, который состоит в Союзе художников Украины, член Союза художников Украины. Уже достаточное количество. Где-то 27 лет. 27 лет, Андриан Павлович. 27 лет, член Союза художников Украины. Андриан Павлович художник, живописец, график, очень разносторонняя личность, увлекается бальными танцами, любит танцевать. И очень здорово получается. У меня была возможность это видеть. Даже стоять в паре. Андриан Павлович проводил мастер-класс у нас на пленэре по бальным танцам. И учил художников танцевать. Художниц в основном. Андриан Павлович? Не в основном, а только художниц. Я хотела бы спросить у вас, Андриан Павлович, я знаю, что у вас было очень-очень много выставок, и вы даже потерялись в счете, Это были международные выставки. Более 25. Персональных, персональных выставок у художника было более 25. И напоминаю вам, что Андриан Павлович преподаватель,
художник-преподаватель со стажем более 35 лет. И Андриан Павлович преподает и сейчас в своей студии, и в художественной школе, и ведет занятия, мастер-классы в своей студии. Да. Я знаю, вы готовите многих учеников к поступлению тоже, да? Я в последнее время даже начал работать уже лет 7 или 8 на создание портфолио для поступления в страны Восточной Европы. И достаточно большое количество людей уже подготовило туда. То есть это как бы непрерывный процесс уже идет в течение более чем 20 лет. Но вот портфолио я начал создавать где-то лет 10 последние. Стала необходимость, получилась возможность у учеников получать образование в странах Восточной Европы. Так что я как бы педагог в этом плане матерый и в создании портфолио. Собственно говоря, в художественной школе, в которой я преподаю, я тоже нацелен, создал личное портфолио, я его опубликовал в Фейсбуке. Это портфолио, оно достаточно и там и по цветоведению портфолио, и по академическому рисунку, построению головы, все фазы, и по композиции, по основам композиции. То есть я как бы обладаю системой, у меня есть система. Это здорово. Давайте, Андриан Павлович, об этом поговорим немножко углубленнее, да, и я хотела попросить у вас, друзья, прощения, потому что я сегодня организовываю наш прямой эфир, и я перейду сейчас к камере и буду читать вопросы и задавать Андриану Павловичу, и мы будем вести беседу, вы будете слышать мой голос за камерой. До встречи. Андриан Павлович, расскажите, пожалуйста, о вашей схеме, такой системе, да. Я помню, где я только не преподавал за эти годы. Слава Богу, даже пенсию себе приличную заработал. Но это такое дело не в этом. Но я знаю большинство преподавателей, даже хороших, у них системы нет. Редкий случай, когда все-таки система получилась. Даже легендарный Антонович, там мой начальник, когда преподавал в институте рекламы, говорил, у вас є своя система викладання, и ваше дело шрайби. Я начал шрайбы это писать по-немецки. Я начал пописывать, значит, уже дело идет книги, потому что материала собрано очень много методического. И, значит, да, надо писать книгу, и я всю жизнь делился щедро знаниями со своими учениками. Я думаю, именно благодаря этому а ученики были очень талантливые. Многие из них ко мне через много лет пришли. Вот Юля, моя ученица, известный дизайнер, снова вернулась в студию, чтобы как бы, знаете, поднять уровень. Есть же своеобразные курсы повышения квалификации для всех, и для опытных преподавателей, в том числе и для меня, конечно. Так вот, наша жизнь – это курсы повышения квалификации. Если человек есть учитель, есть ученик, два священных человека. Я в первую очередь считаю, что где-то 70% зависит все-таки от преподавателя, от умения его. Есть у него система, нет у него системы, есть подход. Я бы хотел больше поговорить о системе, о своей системе, поделиться с вами небольшим опытом. Я разработал систему
композиционных схем, которая основана на гениальной книге Ковалева «Золотое сечение в живописи». Ну, у Ковалева в этой замечательной книге только каркас, скелет этой системы. Я ее разработал дальше. Я считаю, что это ноу-хау, которое должно, не то что... И вот если ее внедрить в систему преподавания и даже включить в программу, если бы учителя меня услышали, то я думаю, что уровень обучения по композиции очень бы поднялся очень сильно. Еще одна система, которую я разработал, конструктивная система конструктивных схем в конструкции человеческой головы. Я считаю, что это тоже очень важно. Да, это очень интересно. Это очень перспективно, поскольку сейчас много направлений и в дизайне, в современном искусстве, когда рисуют огромные головы, такие монументальные. Вот такой, без системы, без конструктивной схемы вы не обойдетесь, особенно в решении ракурсов, сильных ракурсов. Поэтому, как говорится, святое место пусто не бывает. Я считаю, что в этом плане у нас в системе образования образовался вакуум. Я попытаюсь его в меру своих сил заполнить, этот вакуум. Спасибо вам огромное, Андриан Павлович. На самом деле это очень важно, потому что зачастую люди, которые не увлечены живописью, когда они подходят к картине, смотрят на картину, да, и у них вот все складывается, все нравится в этой картине. Вот. Почему? Потому что в основном там соблюдены правила композиционные, да, вот если где-то что-то смещено, человек, глядя на картину, он не понимает, почему у него что-то не складывается. Вот. Художник же это увидит. Здесь у нас поступил вопрос к вам, Андриан Павлович. Да. Как называется ваш стиль живописи? Ну, я специально, я же говорю, что у меня более 24 персональных выставок. И даже вот на первых моих персональных выставках был такой комический случай, что подбегает женщина, очень нервничает так, и спрашивает, ну как ваш стиль называется? Я его, как бы говорится, что назвал форма реализм, то есть формалистический реализм. Форма реализма. И когда я ей сказал, что это форма реализма, она, форма реализм. То есть для людей очень важно, как бы, это дать определение. Она сразу успокоилась, перестала нервничать, сразу заулыбалась. Хотя она впервые этот термин слыхала в своей жизни, потому что я сам его выдумал. Понимаете? Вот я отвечаю на ваш формалистический реализм буквально. Замечательно, очень интересно. Здесь еще один вопрос. Такой вот поступил, сейчас одну секундочку его. Еще такой вот интересный вопрос. Что вы думаете? Расскажите. Вот зачастую, когда художники приходят в галерею, у них спрашивают портфолио. Вот. Как вы видите портфолио? Зачем художнику нужно портфолио? Вопрос. Ну, вопрос очень интересный. Я думаю, что вот я, например, создал, будучи педагогом, я создал собственное портфолио для обучения студентов по академическому рисунку. Очень интересно, да. По академическому рисунку, по цветоведению. У меня задание, я еще преподавал в университете у Поплавского у дизайнеров цветоведение 8 лет. Ну, то есть у меня довольно активная такая биография, менял много вузов. И портфолио по цветоведению,
Я сейчас активно создаю портфолио по композиции, по основам композиции, по композиционным схемам и по академическому рисунку. Это три основных слона. А что касается творческого портфолио, честно говоря, я думаю, что это перспективное направление, и я думаю, что оно состоит, ну, это как бы замена, своеобразный каталог работ художника, я так понимаю. Потому что, ну, печатная продукция сейчас, ну, я не знаю, имеет смысл делать свои каталоги, я думаю, для будущего. Имеет смысл, но я думаю, что при современном развитии техники возможны новые какие-то варианты создания портфолио, визуального какого-то портфолио. Вот. И я, честно говоря, хотелось бы развиваться в этом направлении, что-то создать именно визуальное портфолио. Я думаю, за этим будущее. Ну да, для того, чтобы представить свои работы, показать, да, чтобы увидели стиль. В форме клипа какого-то эффектного, там такого современного, как бы перелистывается твои работы. Вот я думаю, что должно быть не в старом понимании, что ты приносишь, допустим, какой-нибудь вуз в Восточной Европе или у нас папочку с рисунками, это называется портфолио. Понимаете? Но это же оригинальные работы. Вы же приносите оригинальные работы, а здесь вот... Ну, на самом деле технологии идут вперед, и действительно гораздо правильнее сейчас делать это все в компьютерном виде, да. То есть получается, что портфолио может быть двух категорий. Учебное портфолио, представляющее ученика, и творческое портфолио, я так думаю. Да, это хороший момент. Хороший вопрос очень. Есть о чем подумать, и есть куда развиваться. Спасибо огромное. Друзья, в процессе, если у вас еще будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Андриан Павлович на них обязательно ответит. Вот. А я хотела бы немножко рассказать вам о такой интересной истории. Я тоже художник и познакомилась с Андрианом Павловичем на пленэре. Вот. Ну и знаете, еще друг друга не знаем, присматриваемся. Вот. И одна девочка попросила Андриана Павловича помочь ей, быть наставником, что ли, да, в этот день. Мастер-класс она попросила, чтобы Андриан Павлович провел. А я стояла с мольбертом рядышком, с этюдником. Вот. И слышала, что говорил Андриан Павлович. И была действительно поражена, потому что Андриан Павлович на протяжении, 2-3 минут сказал такие великолепные фразы относительно композиции в картине, что я была поражена, потому что мало того, что Андриан Павлович художник, да, он может еще и донести до ученика. Теоретик. Да, теоретик. Спасибо, Андриан Павлович. Вот. И я все-таки хотела бы вернуться к теме композиции, потому что это самое первое, что важно, одно из важных составляющих. Вы когда начинаете свою работу, да, что вы делаете, ваши действия? Заставляю учеников, беру в руки линейку, заставляю учеников тоже взять в руки линейку и начинаю чертить. 2 диагонали от углов сначала, потом геометрический центр, потом ромбик и потом золотой крест. И потом в зависимости от размера холста и от поставленной творческой задачи, допустим, художник же, понятное дело, что у него есть этюд или эскиз, который является толчком для написания картины. Но между этюдом и картиной есть существенная разница. Потому что этюд, это, какой бы он ни был гениальный, великолепный, это все-таки слепок с определенной позиции, с определенной локацией.
А вот композиция – это уже создание более сложное. Оно зависит от схемы, от размещения пятна в рамках этой художественной схемы. И вот я сейчас начинаю со схемы. И ученики в художественной школе, где у меня чертят, линеют, ну, возможно, они не всегда правильно это все делают, и не всегда на линии золотого сечения. Я очень много копировал в свое время, да, будучи учеником графического отделения художественного института, сейчас это Академия в Киеве, и очень много копировал, мне дали очень много копий. Но сначала классиков копировал, Диего Веласкеса и Франца Харца, своих любимых. Они мне дали основы в рисовании человеческой головы и конструктивного видения, и умения делать акценты, и все такое. Но самое смешное, что композиции я обучился у Фернана Леже, копируя. Да, это мой любимый из авангардистов 20 века, наряду с Пабло Пикассо. То есть, если вы хотите, там я познакомился с основами композиции. Что такое структурное пятно, как его компоновать в рамках, силуэтный контраст, что такое ритмы. Вот эти все великие основы композиции. Стал почитывать, читать. В первую очередь, конечно, но позже немножко попалась мне гениальная книга Ковалева «Золотое сечение в живописи». Ну вот мы буквально сегодня у нас с сыном моим была полемика на тему, он сказал, ну что такое вот золотое сечение, это понятие абстрактное. Я говорю, ничего подобного. Это математическое четкое определение золотое сечение. Это отношение 3 частей к 2 частям. А в целом будет 5 частей. Это абсолютная конкретика. Вот человеческая рука – это основа золотого сечения. 3 части делятся, а тут 2 части. Смотрите, ладошка. 3 части, 2 части. Вот золотая пропорция. Ложка, которой мы едим, вилка. Отношение верхней части и ручки по законам золотого сечения. То есть это конкретный закон, который, ну, я это почерпнул в книге гениальной, подчеркиваю, Ковалева. Но я пошел дальше, я начал разрабатывать схемы более сложные в зависимости от творческого замысла. Я начал вычерчивать не только статические, а и динамические, асимметричные схемы в зависимости от сложности поставленной задачи в композиции. Прекрасно. Стал копировать, накладывать эти схемы на самых лучших, надо только на самых лучших из лучших. Это в первую очередь, конечно, Рубенс, король схем, и Вермеер Дельский. Да. И получилось, что удивительная вещь, о которой вообще мало кто говорит, практически не говорят. Ну, в некоторых публикациях начинает появляться размытая информация, но поскольку люди не владеют сложными схемами, как я, да, то Рубенс король схем, потому что Рубенс, у него была целая фабрика по производству картин. Вот в данном случае вы можете наблюдать. Это я портил композицию Рубенса. Видите, диагонали. И что, глаз находится на линии золотого сечения. Понимаете? Или вот это, на этой линии, какие сложные системы построения. По сути, любое направление четко можно рассчитать и вычертить. То есть вы для себя же проверяли эти линии для того, чтобы понять. Замечательно. Королями конструктивной схемы эта информация была забыта. Мы постараемся ее восстановить. И на самом деле
На самом деле у нас в Open Art Академии есть прекрасный курс, который называется «Основы композиции», где Андриан Павлович очень доступно объясняет относительно композиции, относительно схемы, относительно ритмов. И еще вот здесь вот, Андриан Павлович, к вам вопрос поступил. В каких случаях можно размещать главный объект в центре картины? Может быть геометрический центр картины, а может быть центр, который находится на линиях пересечения Золотого Креста. Прекрасно. Да, это называется зрительные центры. Они не совпадают с геометрическими центрами. Я вам говорил, что у Рубенса и у Вермеера Дельского, великого голландца, у него они глаза вычерчивают главного персонажа. Они находятся на линии пересечения линии диагоналей и линии золотого сечения. Можете себе представить такую фантастику? То есть практически о чем это говорит? Можно математически полностью вычислить, где все ваши зрительные центры. Понимаете? То есть это фантастика. Я сам просто в восторге. Я с этой схемой, как дурень с писаной торбой. Ну что, я в творчестве, видите, ее применяю, схему. Видите, какую? Тут есть и ромбик, и золотой крест, выходы. Вот мои композиции я все практически вычерчиваю. И пускай художники, они народ такой творческий, они считают, что все построено на эмоциях исключительно. Ну, я сам эмоциональный человек, я пишу стихи, прозу пишу. Эмоции, они никуда не деваются, понимаете, надо же, выразить эти эмоции грамотным языком. А грамотный язык — это не только знание законов цветоведения, академического конструктивного рисунка, а еще и знание законов композиции, законов ритмики, динамики, статики. Понимаете? Это все наука. Наука, которая в наших вузах, к сожалению, увы, подробно не изучается, к сожалению. Этот вакуум нуждается, вот возьмем книгу Ковалева. Почему-то ни в одном вузе Ковалев не поставлен на поток. Вопрос почему? Книга была напечатана, даст Бог, где-то в 89 году прошлого тысячелетия. Представляете, за это время, как можно было на поток в наших вузах, в академиях поставить это гениальное произведение. Почему-то я понять этого не могу. Поэтому этот вакуум, образовавшийся в системе образования, надо срочно заполнять. И курс, я думаю, как один из первых кирпичиков. Даст Бог, построим здание. Замечательно. Я хочу акцентировать внимание на то, что Андриан Павлович говорил о книге Ковалева. Называется книга «Золотое сечение». В живописи. В живописи. «Золотое сечение в живописи». Вот. У нас еще один вопрос есть, Андриан Павлович. Да. Какие 3 главные идеи в композиции, на ваш взгляд? Схема, конструктивная схема композиционная и размещение композиционного пятна, пропорции серого, черного и белого. Что такое пятно для меня? Это по Ковалеву пропорции серого, черного и белого в листе по законам золотого сечения. И, конечно, освещение. Это я говорю о формальных идеях, понимаете? А идеи творческие, это ваши идеи. Если вы поэт в душе, то ваши композиции будут интересны. А мы будем изучать именно формальную сторону.
3 слона. Конструктивная схема, размещение пятна в листе по схеме и освещение. Замечательно. Спасибо огромное за ответы. Я знаю, что... еще и ритм. Ритм. Ритм, да. Да, важный. Ритм, получается, что размещение пятна и соотношение пятен тональных, это тональность получается. И в музыке, и в изобразительном искусстве одни и те же законы. Тональность, и ритм. Тональность, ритм и освещение. Помимо композиционной схемы. Круто. Круто. Это основные слоны. И я знаю, что в вашем курсе основы композиции очень много внимания уделено конструктивной схеме листа, вот, композиционной. Этот курс предназначен для начинающих художников и для художников уже практикующих, вот, потому что очень хорошо рассказана и раскрыта тема композиции, света и тени. Андриан Павлович затрагивает и сфумата, и валеры, и рассказывает о таких интересных моментах. Свет, тень, все это в курсе о композиции. Андриан Павлович, скажите, пожалуйста, какое у вас ощущение, вот, когда ваши ученики, ходившие к вам в мастерскую, поступают, либо добиваются успеха? Что вы чувствуете при этом? Ну, я окрыленный как педагог. Ну, в хорошем смысле профессия педагога – это отдача энергии ученикам. Но когда человек талантливый, когда смотришь, стоишь за спиной талантливого человека, у меня, например, позапрошлом году была девочка в художественной школе училась, которая рисовала образцы, можете себе представить. Я стою у нее за спиной и вижу, что она делает лучше, чем я делаю. И я испытываю, как педагог, только чувство радости. Это бывает крайне редко, но это окрыляет, это дает силы. И я хотел бы еще затронуть один вопрос, очень важный для меня. Это терминология в композиции. Я когда столкнулся с тем, что начал разрабатывать основы композиции, то столкнулся с тем, что нету терминов, обозначающих основополагающие понятия в живописи, в композиции. Можете себе представить? Ух ты! Да, это просто удивительно. Например, вот скажите мне определение, что такое реализм. Я у известного искусствоведа спрашивал, интеллектуала, самого художника, он мне толком не ответил на это. Значит, перерывшего много литературы на эту тему. Такой знаменитый российский реставратор, который троицу Андрея Рублева, и гениальный художник, импрессионист Грабарь, и искусствовед, теоретик великолепный. Он говорил, например, что нету единого определения, что такое колорит, например. Нету определения, что такое сфумато. Но это ведь правда. Да, это правда. То есть, получается, мы вступаем как бы на территорию своеобразное, при том, что много написано там, великие мастера искусства об искусстве. Самая разработанная тема в композиции – это цветоведение, потому что это самая любимая художниками тема. Тут есть и знаменитые письма Делакруа, и учебники есть по цветоведению. Я когда преподавал у Поплавского цветоведения 8 лет, то я дизайнером, перерыв множества литературы, но самыми полезными были книги именно московские, чаще всего учебники по теории композиции для модельеров. Кстати, я многое взял у них,
Ну, получается, приходится голь на выдумку хитра, понимаете? У того выдергиваешь, у того. Получается, что тема по композиции это какая-то зашифрованная тема. Такое впечатление, что вот скрывали художники, понимаете? Не афишировали. Меня это поражает. И когда... Поэтому огромное спасибо нашему соотечественнику Ковалеву, этому доценту из Харькова, великому человеку, который написал лучшую книгу по теории композиции пока что. Ну, я надеюсь, может быть, лучше еще написать. Но я верный ученик Ковалева. Потому что по цветоведению уже много написано всего. А вот по теории композиции это... А композиция, я люблю говорить ученикам, это как костюм на человеке. По костюмчику встречает, да, а по уму провожает. Ну, я люблю шутить, что провожает по костюму и провожает, потому что ум определить могут немногие. Это шутка, но в которой есть правда, очень глубокая. Ну ладно. Очень красивые картины. В лошадок прям влюбилась, понравились ваши работы. Вот вам пишут. Я в творчестве импрессионист. Я композитор. Меня называли художники профессиональные, известные композитор. А есть художники-планаристы, которые великолепно пишут работы, но это как бы большие этюды. Я создаю все-таки композицию. А композиция создается на базе этюдов по впечатлению. И должно быть пройти определенное время, когда композиция рождается как Венера из пены. Она создается, да, ее надо сочинять, выдумывать, импровизировать, понимаете? Вот и учители, лучшие же писатели, как называются? Сочинители. То же самое, лучшие художники – это сочинители. Потому что те художники, которые, как вижу, как рисую, это натуралист. Поэтому